Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду. Узнай будущее с 11 по 20 декабря. Вот давайте мы с вами узнаем, что откроется, что прояснится в декабре, какие события произойдут. И у нас сегодня две колоды карт. Колода Ленорман и Таро. Но принадлежат они одному автору, одному художнику, создателю. Поэтому где-то эти энергии очень сбалансированы. И я искренне надеюсь, что действительно подсказки какие-то для вас будут. И первым делом на колоде Ленорман. Ленорман больше о событиях. Или пусть это будет как направление. Может быть, нам покажут сферы жизни, которые будут для вас наиболее активно проигрываться в декабре. Или с чем это будет связано. Поэтому давайте 4 карты мы сначала достанем, а потом дополним с вами колодой Таро. Каковы события ближайшего будущего для скорпионов? Моих дорогих, любимых скорпионов. События ближайшего будущего. Первая карта. События ближайшего будущего. Вторая карта. Третья. Что за энергии преобладают в эти 10 дней? И Таро. Первую карту мы достанем неожиданность. Пусть это будут сюрпризы скорее. Что-то приятное, мои дорогие. Может быть и новость. Или бывает даже то событие, которое с нами не связано, но оно нас заставляет что-то переосмыслить. Или для себя самого, как новые какие-то грани сотрудничества открыть. Итак, Таро неожиданность. Вторая карта у нас будет «В чем ваша сила?», что вам помогает, но я бы ее назвала так. Что вам идет в руки, мои дорогие, что вы не должны упустить. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Финансовая тема или энергия денег. Личная жизнь. И мы достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте события ближайшего будущего, как видят карты. Ну, это и ваш социум, это и ваши близкие. Конечно, карта собака – это очень добрая карта по части, как и вы можете, есть как будто люди, с которыми вы можете договориться, или которые вас поддержат. Может быть, это человек, который вам даст какой-то дельный совет, так и тоже очень часто бывает, нам необходимо. Может быть, есть у кого-то из вас, правда, какая-то дилемма, не только проблема, и вы не знаете, каким образом вот ее разрулить. По этой карте нас могут поддержать, кстати, и где-то материально тоже, любая поддержка. Или, в принципе, эта карта может характеризовать этот период как благополучный, мои дорогие скорпионы. Но и, конечно, будет говорить о том, что некоторая рокировка вашего окружения, даже невольно, даже если вы перед собой таких планов не ставили, вы можете задавать в этот период чаще и чаще вот такие вопросы: могу я доверять этому человеку или нет? И пусть это просто разная группа людей. Или вот ваши какие-то контакты. Вообще стоит рассчитывать на этого человека? Или удастся ли с ним, с конкретной какой-то персоной, найти взаимопонимание, или мы люди полярные. Вот, ну, благоприятные энергии как будто с первой карты дают о себе знать. Ой, посмотрите, обожаю эту карту. Почему? Потому что один из символов Меркурия. Очень в тему, кстати, планетарно, и кому любопытно, но где-то может быть и полезно. Перейдите на мой сайт, я оставлю ссылки в описании под видео. Есть гороскоп на декабрь. Именно энергии в плане звездных энергий, звездного расписания. Соотнесите к вашим сегодняшним делам или то, что вы планируете на завтра, именно расписание звезд. Насколько вам помогают те или иные планетарные транзиты. Так вот, по этой карте корабль – это исполнится какое-то у вас желание. Исполнение желания, оно присутствует. Я не говорю, что прямо все, но, видимо, какая-то радость, это точно будет. Может быть, как вдохновение, это тоже присутствует по этой карте, опять же, Меркурий. Скучать будет некогда, потому что часто, когда выпадает корабль, это работа с большим объемом информации. Для кого-то сама по себе работа, ваша деятельность, а для кого-то вы хотите решить вопрос, и вам
ну, мозг, если мы так вот воспринимаем, как наш своеобразный компьютер, так вот в него нужно заложить больше информации, тогда он как-то ее профильтрует и нам даст какие-то варианты или больше вариантов каких-то ответов. Может быть, это как поступить. Для кого-то из вас это будет еще означать переезд, поездку, мои дорогие. Для кого-то из вас перемены в жизни. Я бы сказала, основное направление этой карты – это перемены, исполнение желаний и какое-то доброе событие. Вот 3 таких ипостаси, которые будут, ну, как центр, может быть, ваших интересов на предстоящие 10 дней. И правда, есть и поддержка, что-то у вас получается, мои дорогие, любимые скорпионы. Но есть и то, что нужно изучить. Конечно, по аркану письмо – это может быть какой-то важный документ, ожидание документа. Скорее всего, документ на подходе, а то и вы его получаете уже конкретно, бумага на руках. Но по письму это может быть все, что угодно. И в наш цифровой век это может быть СМС, это может быть сообщение по телефону. Это может быть случайно услышанная чья-то мысль или какой-то разговор. И вот этот побудительный толчок к тому, что вы можете что-то переделать или поставить перед собой, кстати, грандиозные цели и какие-то такие более духовные планы. Или то, что будет для вас как коррекция мечты. Вот такое вполне вероятно. Именно от того, что вы услышите какую-то новость. Почему я так говорю? В этой колоде карт, обратите внимание, письмо как будто лежит на столе. И стол возле окна, но это даже непонятно, вот так художник изобразил, это как открытая дверь в будущее, мои дорогие. Вот какие-то вопросы у вас именно по части будущего. Поэтому это могут быть как амбициозные ваши планы, у кого-то это будет напрямую связано с переездом, документами, какой-то адаптацией вашей. Или если этот переезд вы осуществили недавно, значит, тоже есть какая-то тема. Но это само по себе продвижение, это не статика, а уже какая-то перезагрузка на последующий период, причем очень добрая. Или вы получите, опять же, какое-то известие, которое будет означать вот эти 2 предыдущие карты и энергия, я уже не повторяюсь, которые я обрисовала. Это будет означать и своего рода развилку. Но это та развилка, которая вот как раз с прогрессом, с какими-то добрыми свершениями. И когда себе не хочется, кстати, навредить, когда аркан собака выпадает, мы более осмотрительны. И к нашим действиям, к нашим, кстати, и мыслям, где-то и к словам. В целом, по аркану собака всегда взаимодействие проходит. Поэтому вы будете более осмотрительны. Может быть, и есть какая-то тема, когда вам придется принимать решение. Все-таки развилка – это как 4 стороны. В 4 стороны одновременно мы не пойдем. И нужно будет выбрать что-то одно. И сам по себе ситуация выбора, исполнение желаний или желания, может быть, это будет даже касаться личной жизни, вам как будто на что-то нужно будет решиться. Может быть, эта тема, она и не новая для вас, и вы что-то уже обдумали, или уже какую-то информацию собирали в предыдущий период. Но, значит, время каких-то важных свершений в декабре у вас произойдет. И, знаете, оставляйте все же прошлое позади, вот как по аркану письмо. Мне нравится эта карта, потому что она как будто не оставляет прошлого вообще. Она нам вот именно транслирует, что да, еще много чего неизведанного, но много чего-то радостного. Поэтому где-то не зацикливайся на том, с чем ты сталкивался в прежний период жизни. Это как новая эпоха. Вот то предыдущее может быть применено к себе или оставлено лишь как опыт по ситуации, но не более того. Совершенно другие эмоции меняются, и вас как будто приглашают заглянуть в более счастливый период жизни и не добавлять себе ненужную философию, которая осталась с прежних времен. Оставьте ее тоже позади, мои дорогие скорпионы. Неожиданность. Пусть будет сюрприз. 5 чаш. Не могу я сказать, мои дорогие скорпионы, что это прямо какая-то восторженная карта. И я думаю, вы люди интуитивные,
Любители Таро знают, что пятерка чаш, ну, она не говорит о том, что мы чем-то тут восхищаемся. Но значит, какая-то новость. Причем пятерка – это мелкая карта. И новость со знаком минус. Чаще всего по пятерке чаш это какое-то некоторое разочарование. И все же чаши здесь, в этой колоде, проигрываются как разочарование в личной жизни. Или то, что у нас что-то не получилось прежде осуществить. Может быть, какой-то союз, да, у вас, мои дорогие, не сложился. Вы прикладывали к чему-то много усилий. Вы свято верили, надеялись, что что-то может получиться. И вот теперь мы уже точно знаем, что чего-то не получится. С одной стороны, это сильная позиция. Почему? Потому что мы более реально видим картину вещей. Нет никаких иллюзий уже. Вот как неожиданность, какие-то иллюзии могут упасть. И декабрь – это тот планетарно даже период, когда мы делаем важные выводы. Строим, кстати, план на будущее, исходя из того, что уже на самом деле мы хотим продолжать. И, может быть, наверное, в реальной жизни продолжено. По этой карте, это карта прошлого всегда. Почему? То есть прошлая какая-то ситуация, которая нас не отпускает сейчас. Вот в неожиданностях вас она может отпустить. Это первый вариант, как это в неожиданностях или в сюрпризах может проиграться, когда силы прошлого буквально не давлеют над вами. Но я должна сказать, вы можете узнать какую-то новость от человека или по какой-то прошлой, ну, как событию или прошлому взаимодействию с конкретным человеком. Может быть, и человек еще приходит на ваш порог для того, чтобы что-то прояснить. Я должна сказать, мои дорогие скорпионы, вы с кем-то можете и помириться. По крайней мере, вот смена вот этих энергий, если мы говорим о неожиданностях, у вас будет в эти 10 дней. Будьте внимательны. Тут вот именно либо в чем-то поставить точку, чтобы вас это, ну, буквально изнутри не разрушало, не давало каких-то ложных надежд или какого-то пустого ожидания. Вот из этого мы можем выйти. Но так и, может быть, есть какая-то тема, все-таки мы все разные, которую нужно в каком-то правильном контексте продолжить. И причем без эмоций. Хорошо, что вам идет в руки, мои дорогие скорпионы? Праздник. Ну, наверное, сам по себе праздник, когда мы вот из таких разочарований выходим. Мы выходим более сильными личностями, более свободными. Мы понимаем, что да, все, это уже не имеет никакого значения. Конечно, мы испытываем облегчение и воодушевление. По тройке чаш, может быть, что само идет в руки, какая-то радостная возможность, какие-то контакты. И именно в этой колоде карт больше нам конкретно о празднике. Или это может быть знаменательное какое-то событие, как новость, возможность, возможность на будущее, как вариант для себя более приемлемый что-то осуществить. Или у кого-то банально будет проигрываться, правда, праздник. По этой карте это может быть и, к примеру, ваша подготовка к празднику, и хоть это так отчасти нам говорят, но взаимодействие с каким-то человеком, который вам приносит добрые вести. Может быть, это какое-то сотрудничество, которое может быть продолжено. И все же тройка чаш может у кого-то даже по работе проиграться. Может быть, вот исполняется какое-то желание, мои дорогие. Оно вам как будто само идет в руки. И оно вам добавит не просто улыбок на лице, а, знаете, как увеличит многократно вашу силу, вашу уверенность, придаст вашей жизни вдохновение, ну что-то действительно доброе, хорошее спешит в вашу жизнь. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба. Будьте внимательны. Все-таки карта нулевого аркана шут, дурак она здесь названа. Мы как будто должны быть, знаете, предельно осторожны. Есть, значит, какие-то темы, которые вы, возможно, будете завершать. И для кого-то из вас, это вот, если мы совместим эту карту и как раз пятерку чаш, то по аркану нулевому мы можем совершить какую-то оплошность. Я должна об этом сказать. Словно оступиться. Вот буквально иногда идет значение оступиться. Да, это не есть какая-то драма такая великая. Нет. Но где-то нарушить,
наши планы это может. Нам придется из какой-то собственной как будто оплошности потом выбираться. Но для кого-то из вас, как предупреждение, мои дорогие, не рискуйте собой, будьте аккуратны буквально к травмам тоже. Нам ведь здесь показан такой шут, он как раз в этой колоде карт очень хорошо передает то значение «оступиться», которое связано со словом. И вот он занес над обрывом ногу, и как будто прообраз Анубиса, собака, пытается его остановить и говорит: да ты уже в этой яме был, не лезь туда. Но он надеется на авось, поэтому на авось точно не стоит надеяться. Берегите сами себя. Ну и, безусловно, это новое начинание. Это какая-то перезагрузка и новые возможности. Вы знаете, вы чего-то не должны упустить. Не просто, понятно, самому не навредить, поэтому где-то собой не рискуйте. Но у вас ведь очень добрая энергия. Но, может быть, вот этот выбор будет свидетельствовать развилка. Не время настаивать где-то на своем. Какая-то ваша концепция, мои дорогие скорпионы, без обид, может быть ошибочна. Или взаимодействие с конкретным человеком тоже где-то может быть ошибочно. Мы теперь этого можем не видеть. И где-то будем думать, что не, вот я буду так же действовать. Но, может быть, есть какой-то тонкий нюанс, когда вы можете что-то, словно, понимаете, как взмах волшебной палочки, что-то у вас изменится. Если вы либо меняете к чему-то или к кому-то отношения, или рассматриваете альтернативные варианты. Ну, может быть, это не для всех важно, но кому-то важно услышать. Потому что все же, как знаете, у вас действительно на пороге будущее, по сути дела, какой-то переходный момент. А мы ведь можем этого не увидеть. Мы где-то нацелены на те энергии, которые мы создали сами. Или в нашей душе какой-то план уже присутствует. Может быть, это даже не в душе, а в конкретной реальной жизни есть какой-то план, а вам его нужно подкорректировать. Тут, правда, могут быть новости, которые перед вами-то открывают как раз новые перспективы. И даже если меня смотрят люди из разных стран, внешняя обстановка, она достаточно сложная. Поверьте, альтернативное решение точно есть. Но тогда ваша задача вот этот выбор сделать очень правильно. Вот слушайте свою интуицию. Вы же люди очень интуитивные. И ваша интуиция как в декабре, так и в январе, и на последующий период будет вам давать правильные подсказки. Энергия денег. Еще один старший аркан. Мои дорогие, когда старшие арканы выпадают, это всегда внешние обстоятельства влияют на вашу жизнь. Мы от них не свободны. И может быть это с одним конкретным человеком будет связано. Один человек принимает какие-то важные решения для него, но есть взаимодействие с ним, и поэтому приходится и вам какие-то коррективы вносить в свои планы. Но аркан мир, если мы про деньги, какие-то деньги, которые для вас задерживались, возможно, в предыдущий период, вы можете получить. Кто-то может получить даже очень крупную сумму денег. Может быть, это касается каких-то согласований, выплат каких-то пособий, может быть. Или то, что вот где-то с социальной сферой связано. Вот это тоже может проигрываться. По аркану мир вы можете, кстати, рассматривать вопросы, как я могу трудиться, работать посредством интернета или каких-то новых технологий. Потому что мир — это всегда пространство, эфир, интернет. Для кого-то из вас может быть волшебная перезагрузка. Когда вы вели свой бизнес, допустим, тот, который офлайн, то есть в реальной жизни, а здесь вы будете создавать, может быть, интернет-магазин и переводить как раз онлайн-режим, и тогда вы сможете работать из любой точки мира. Или для кого-то эта тема будет интересна, и вы будете рассматривать, каким я образом могу это осуществить. По аркану письмо мы часто... Вот как если новое что-то рассматриваем или к нам приходит, как какая-то даже пусть мысль, определенно стоит додумать. И, может быть, себе набросать какой-то краткий план, минимум, максимум, каким образом мы можем это осуществить или что нам для этого потребуется. Какие по пунктам нам придется пройти шаги, что предпринять для того, чтобы... сказку сделать былью. И поверьте, у вас получится. Вас может интересовать вообще, в принципе, как какой-то вторичный доход. Еще какие-то, все то, что по части денег, ведь это карта мир. Нет ничего невозможного, по сути дела. Поэтому вот альтернативные варианты вам тут действительно придется искать. А для кого-то из вас, мои
дорогие скорпионы, как раз какая-то минусовая ситуация будет своеобразным толчком к тому, чтобы вы начали что-то пересматривать, переделывать или увидеть для себя какие-то новые, опять же, возможности, выйти на какой-то другой совершенно уровень. Тут как будто если сам не хочешь, то высшие силы помогают и где-то заставляют проститься с этим минусом или не повторять какую-то прежнюю ошибку. На кону ваша судьба, которая вам дает не просто правильные подсказки, а как будто еще и демонстрирует, может быть, через взаимоотношения с людьми, или через приходящую информацию, или через какие-то внешние события. Но посмотрите, у вас как будто в течение 10 дней от нулевого аркана до последнего мир проходит целая жизнь. Вы тут, правда, можете анализировать даже прежние этапы. И причем анализировать очень так взвешенно, без каких-то энергий, которые вас заставляют себе устроить ненужное самокопание. Для кого-то сомнения полностью пропадут, а для кого-то это будет именно связано с вашим ближайшим окружением или социумом. Но если мы про деньги, деньги есть, деньги будут. Здесь больше на преувеличение. Личная жизнь вообще фантастика. И эта колода карт имеет такие карты, которых нет ни в одной колоде. Вижу, что отсвечивает, поднесу поближе. Так вот, хранители зеркал. Это отражение знающего человека, это как защитник. И как будто вы знаете уже какой-то выход. Вы точно будете видеть для себя, что следует продолжать, а что нет. Помощники вы сами себе, если больше доверитесь судьбе и опять же подсказкам шестого чувства. Карта, поскольку зеркало предлагает нам заглянуть в зазеркалье и самому себе сказать, что нет ничего невозможного. Вы, если себе и можете, правда, на этой неделе помешать, то только какими-то поспешными действиями, не услышав свою интуицию и на личную жизнь, увидеть какую-то реальность, согласиться с ней и совершенно по-другому построить, возможно, свою жизнь. Доверяйте себе. Есть то, что вам не скажут, или есть то, что пока в нашей реальной жизни не существует, но интуиция вам уже будет давать правильные подсказки, как и по части направлений, так и исполнения собственных желаний. Как может быть по части вашего социума или личной жизни, так и какого-то важного выбора. Давайте карту совета. У скорпионов никогда не бывает, ну вот так вот как-то проще, да, мои дорогие. Вот радуйтесь жизни. Все то, что я говорила по колоде Ленорман, четверка жезлов – это праздник после победы. То есть не просто праздник идет в руки, а еще и после победы. И не повторяюсь, все то, что я сказала, это уверенность. Это теплый уютный дом, потому что 4 жезла – это как 4 столпа. Это, безусловно, какая-то волшебная возможность, может быть, даже с кем-то примириться. Есть какой-то важный человек в вашей жизни, потому что жезлы – больше энергии, конечно, дела, работа, бизнес и деньги. Но в нашей карте двое, мои дорогие, и эта колода, она немножко с другими значениями. Есть какой-то важный человек. Или, если вы сейчас один или одна, ведь мы рассматриваем карту совет, мои дорогие скорпионы, у вас как программа на 2025 год, когда вы должны счастливы быть по всем сферам жизни. Когда дом полная чаша, то есть это в принципе ваше комфортное жилье, или когда вы можете поменять жилье, улучшить, стремиться к тому, что вы хотите именно получить. И не говорить себе: нет, это невозможно. Вот слово невозможно — это не для вас, мои дорогие скорпионы. Для вас только метод нужно продумать, поверьте мне. Для вас можно построить новую жизнь, если прежняя какая-то история была грустная по части личных отношений. Вы можете встретить такого человека. Для вас есть возможность построить карьеру, осуществить то, что было амбициями, ну, где-то внутри нас самих, или вот здоровым честолюбием, а здесь это как самореализация у вас может произойти. Это то состояние можно достичь в 2025 году, когда у вас просто все хорошо во всех сферах жизни. И это и означает где-то карта четверка жезлов.
И вот такая перезагрузка, может быть, по направлению к этим энергиям у вас происходит в декабре. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.